Всем привет! Буду начинать новую торговую сессию. Вчера закончил я день и по совместительству сегодня я начинаю с суммы $147. Риск на день пока у меня по-прежнему сохраняется $5, так что я могу упуститься максимум к 142 и уже близко к новому рубежу, так как когда у меня будет 150, я начну переходить на новые риски. Сейчас у меня риск на сделку $1.20, так как я начинал изначально со 140, точнее со 120. И с риском в $1.20 дошел до такого результата. Так что когда у меня будет 150 на балансе, я начну, это я увеличу риск, и уже стандартный мой стоп-лосс будет $1.50. Так что сейчас буду начинать просматривать графики и искать. Вот, кстати, уже есть какая-то интересная монетка. Сейчас буду искать ситуации, в которых можно будет зайти и поторговать. Давайте открою в топе по падению, например, вот есть монетка Боб. Что мы здесь видим? Цена падает, и сейчас мы вкатали рост. Скорее всего, вот здесь заходят люди на продолжение падения. Открою я сейчас здесь быструю такую сделочку. Это будет первая наша сделка за сегодня, поэтому и попытаюсь объяснить, что я здесь увидел. Так вот, на часовике мы видим, что глобально рынок падает, точнее эта монетка падает. Это уже дает нам некое представление, что здесь, скорее всего, больше будет шортистов. Тут меньшее число людей верит в рост. Так, также мы вот видим, что был некий импульс вверх, который мы весь выпродали. И то есть, скорее всего, силы покупателей не такие сильные. Это дает также стимул большинству трейдеров заходить на понижение. Так как мы долгое время стояли вот здесь, примерно снизу, и все, кто видели, что в этот рост выпродался, могут начать заходить на продолжение движения вниз. И также немаловажный фактор, скорее всего, если бы действительно цена планировала пойти вниз, то мы шли бы более резкими движениями, не давая возможности зайти шортистам в позиции. То есть не набирая лишний груз. Но мы видим, что плюс-минус падение плавное какое-то, и тем самым дает возможность заходить в шорты, а лонговать здесь довольно-таки страшно. Да, есть возможность зайти в лонг с небольшим стопом, но намного больше факторов указывает на то, что в принципе это шортовая сейчас формация и лучше здесь заходить в шорт. Именно поэтому мы зашли в лонг. Также попытаемся просто взять какой-то стандартный 1-2%, примерно понять, где поставят шортисты свои стоп-лоссы и заработать на этом. Так, давайте я сразу еще посмотрю примерно, поставлю take profit и ставлю я его в токенах. В токенах, а не по заявке, потому что заявки не всегда срабатывают, а если стоит лимитка, то она, ну, у меня, по крайней мере, в 100% случаев работала, когда к ней подходит цена. Так, давайте возьмем вот эту. 1%. Круглого числа здесь нету. Да. Ладно, пока поставлю за 38,48 примерно вот здесь где-то. Ну это и так. Если будет резким импульсом меня заберет, то окей. 1 к 1 или даже 1 к 1,5 здесь возьму. Но если начнет медленно идти, то возможно здесь даже немножко потянуть. Кстати, интересный момент на вход в лонг. Мы видим, что цена не смогла какой-то рост продолжить, вкатала, была какая-то небольшая такая остановочка и снова падение. Я хотел вот здесь зайти, взять свой 1%, но
Посмотрим пока. Возможно, будут расти без меня, либо же резкое падение, на котором не наберут шортистов. Мы стоим, жду. Кстати, вот. Но падение должно быть не очень прям быстрым, чтобы дать возможность зайти. Все, зашел я в сделку, попытаюсь взять здесь 1%. Мы видим просто, что цена дальше не может расти, начинается падение, любые откаты, скажем так, начинают продаваться. Силы покупателей мало, и здесь можно попытаться зайти в сделку в шорт с хорошим соотношением риск-прибыль. И на том, что большинство трейдеров заходят в шорт, я открыл сделку в лонг и пытаюсь взять свой какой-то 1-2% движения против большинства трейдеров. Так что примерно 1-2% это, наверное, вот за вот этот максимум, за вот сюда. Соотношение 1 к 1, как и всегда. Надеюсь, меня просто здесь закроет профит. Коснулась практически моего тейк профита. Но что-то здесь не так. Цена начинает, я смотрю, ускоряться, более какие-то импульсные движения. И буквально не дошло одного пункта к моему профиту и немножко вкатывает. Это все, это все нам на пользу, если только не будет действительно импульсного движения вниз. Любые остановки сейчас играют нам на пользу. Так что пока просто наблюдаем. Возможно здесь, кстати, взять и 2% движения, потому что цена довольно-таки... 2% это за вот это. Давайте попытаемся взять здесь 2%, потому что цена довольно-таки волатильная. На этом фоне могут люди заходить... На этом фоне могут люди заходить и с меньшими, скажем так, плечами. Поэтому может быть... Также может быть и резкий импульс вверх, на котором побреет большинство тех, кто заходил вот в этом диапазоне. Еще посмотрим на пробой от 80, 11.80. Если здесь мы немножко постоим и дадут возможность перезайти тех, кого вот здесь закроют, то также это будет сильным сигналом на то, что можем еще один импульс вверх дать. Так. Нет. Здесь нужно не наглеть. Я увидел признак того, что цена может действительно пойти вниз. Сейчас я скажу, что я здесь увидел. Видел, что вот это все, вся остановка может начать интерпретироваться как откат обычный, и дальнейшее движение может пойти вверх. Так как мы видим, начинаются зеленые свечи. Если сейчас мы начнем вот еще и пробивать вот здесь максимум, поэтому могут здесь заходить люди на, скажем так, в лонговые позиции. Поэтому я решаю не рисковать и просто взять здесь 1 к 1 свой стандартный take profit и закрыться в эту позицию. Потому что есть вариант, что прям в данный момент заходят трейдеры в лонг. А, скажем так, стоять в ту же сторону, куда торгует большинство, это совершенно не по моей стратегии, а даже ей противоречит. Поэтому мы сейчас постараемся, я надеюсь, все же будет вот сюда импульс, пробьет 80. Ну, скорее всего, да, так оно и будет. Даже немножко больше поставлю, потому что, мне кажется, будет еще небольшой такой сквиз. Чуть выше 80. Но вообще идеально. Тут смотрите вариант. Если действительно сейчас набирают лонгистов, выход выше 80 даст подтверждение, а трейдеры начнут заходить в лонг.
Если люди заходят в шорт, то за вот этот уровень они ставят свои стопы. То есть при любом сценарии подойти к нашему тейк-профиту, ну, разумный выход, скажем так, разумный сценарий. Все, закроет меня? Все, я руками закрылся, потому что что-то, ну да, меня бы закрыло, но я взял свой стандартный take-profit 1 к 1 и все. Не будем леть. Скорее всего, вот эту монетку я еще сегодня поторгую, потому что она очень сильно двигается и довольно-таки предсказуема, как по мне. Здесь у нас сделка закрылась. Так, здесь у нас сделка закрылась в take profit. Я в этот момент смотрел другие ситуации, которые сейчас формируются. Прям момента закрытия не видел, но в принципе все произошло так, как и планировал. Тянуть сделку я здесь не захотел, потому что, не знаю, здесь могут быть разные, скажем так, ситуации, но мне показалось лучше закрыться по стандартному take-профиту и взять свое движение. Так, у нас вот здесь. Опа, опа, опа. Это мне нравится. Это мне нравится. Нужно увидеть какие-то признаки разворота, остановки цены, либо же лонговое движение. И как мне кажется, тут толпа начнет заходить в лонг без раздумий, потому что мы только-только начали лонговое движение. Перед этим мы стояли в боковике. И вот этот небольшой такой, скажем, спад могут воспринимать как просто откат, на котором, скорее всего, даже если не продолжение движения, то какой-то большой отскок может спокойно быть. Поэтому мне нужно вот здесь увидеть остановку цены, либо же какой-то небольшой рост, что будет воспринято как продолжение движения, и на нем заходить в шорт. Цена тут-то притормозила, но я хотел чуть более выраженное движение вверх, чтобы даже те, кто сомневались, начали заходить. Так, кстати, настройки ордеров сейчас быстренько все поставил. И, возможно, здесь нужно заходить. Да, на половинку объема стандартного. Потому что монета очень волатильная, а мой стандартный стоп-лосс это 1%. То есть вот эта минутная осечка меня может даже больше, чем мой стоп-лосс забрать. Хм. Пока такая, я бы сказал, даже неопределенность есть. Потому что мы видим, что цена притормозила, но она не начинает идти выраженно вверх либо вниз. Так что нам нужно какое-то показательное движение, что да, мы в дальнейшем продолжаем идти вверх, на котором будут заходить те, кто вот здесь не понимает, что им делать. И либо же какой-то импульс, либо же, вот, кстати, импульс, на котором мы должны постоять. Так, все, я зашел с объемом в 2 раза меньше, просто потому что здесь очень волатильная монета. И, скорее всего, я здесь не очень много и заработаю, если пойдет в мою сторону, но так как монета очень резко двигается, и мой стандартный стоп-лосс в 1% тут может закрыть любым сквизом. Поэтому заходил чуть на большую позицию. Риск у меня заложен в принципе такой же, $1.20, как и обычно, поэтому я больше риски на себя здесь не брал. Вот, кстати, и хорошо. Эта сделка у меня закрылась в убыток. Надеюсь, меня, кстати, не сильно размазало. Статистику сейчас открою, посмотрю. Минус $3. Меня очень сильно здесь размазал. Очень. Это неприятно. Если я установил, вы только что видели стоп-лосс в 1%, точнее в 2%, но на $1.20 рисковал. А меня закрыло
даже больше, чем в 2 раза. Это неприятная ситуация. Но такое бывает. Это первая сделка по этой монете у меня. Если первая, то я эту монету не должен торговать на этой торговой сессии. Да, перед этим я торговал другие монетки. Так что все. К сожалению, хоть она довольно-таки приятно двигается, и здесь можно искать хорошие ситуации, но мне нельзя ее торговать. Потому что я словил здесь убыточную сделку первым делом. Так, а тут мне нравится ситуация. Я бы здесь попытался зайти в шорт. Но мне нужно чуть более яркое движение вверх. Чтобы люди, которые торгуют, заходили зайти на продолжение движения. Так, и мы здесь должны немножечко постоять, чтобы дать возможность лонговикам зайти в позиции. Так, открыл сделку. Надеюсь, я не поспешил. И здесь постараемся взять быструю сделочку на небольшое какое-то откатное движение вниз. Просто на то, что люди будут заходить. Так, вот сюда примерно. Закроет? Нет, меня буквально в пункт не закрыло. По take profit. Ладно, все. Закрыться по рынку. Потому что меня не дошло немножечко. Вы видели, это коснулось моего take profit, но его не забрало. Так что я здесь буквально несколько центов получил, но фактически сделка без убыток. И анализ был верен. Все же случился такой откат. Заходил я здесь потому, что мы видим, что цена растет, небольшая остановка, рост. Здесь был рост, небольшая остановка, и в принципе мне показалось, что на вот этой остановочке трейдеры начинают заходить в лонг, так как монетка очень сильно растет, практически безоткатно, и тех, кто заходит на хаях, должны побрить. И на вот этой такой логике я и заходил в шорт. В принципе, анализ был уверен. Меня даже вот здесь еще и закрыло по профиту, но я решил перестраховаться, так как реально всегда есть риск того, что будет резкий импульс вверх и меня может закрыть. Поэтому такие сделки нужно делать максимально осторожно. Так, пытаюсь думать как лонгист здесь. Если бы я пытался заходить в лонг, то, наверное, я бы заходил вот на пробитии вот это такой небольшой остановочки. То есть примерно сейчас еще небольшое движение вверх, либо же вообще в идеале еще одна зеленая свеча. И вот в этом диапазоне я пытался бы уже зайти вверх, так как было бы уже минимальное, скажем так, минимальное чувство того, что цена пойдет дальше вниз, так как мы продолжаем движение, начинаем выкупать все вот это падение, постоянно поджимаемся, и так как монета только начала лететь, есть большие шансы, что еще одну палку вверх могут дать. Поэтому вот здесь мне еще одну зеленую свечу, если нарисовать, я бы попытался зайти. Даже, скорее всего, в момент роста начинал бы заходить в лонг. Если так все будет происходить, то лично я уже буду открывать шортовую позицию на, скажем так, на сбор стопов вот таких трейдеров, как я только что описал. Но для этого нужно не очень быстрое движение, чтобы дало возможность зайти в позицию, так как если будет реально просто импульс вверх, то никто не сможет зайти. Смотрим пока. Пока такая неопределенность. Мы как будто вроде остановились. Но вроде нет. Вот, кстати, вот это, наверное, то, что нам и нужно. Короче, просто здесь я бы заходил и все. Со своим стандартным стоп-лоссом в 1%. Довольно-таки в хорошем месте, я считаю, я зашел.
И в принципе это довольно-таки неплохая сделка по стратегии моей. Возьмем мы свой стандартный стоп-лосс в один стейк профит, я надеюсь, а не стоп-лосс в 1%. Это у нас будет примерно вот сюда за 30. Вот здесь давайте я поставлю take profit в токенах 2736. Вот тут. Это мой стандартный take profit. 1 к 1. Так. Что у нас здесь? Просто цена остановилась. Здесь у нас остановилась также на максимумах. Получается, просто ждем результат по вот этой сделочке и посматриваем на другие. Возможно, будут какие-то интересные ситуации. Возможно, вот здесь норм точка входа в лонг. Но для этого немножечко еще более красных свечей мне вот здесь снизу нужно бы нарисовать, чтобы сложилось впечатление, что мы продолжаем падать. И вот на вот этом бы я сыграл и открыл бы лонговую здесь позицию. Так как мы видим, рост уже такой немножечко приостановился, по крайней мере, в последнее время. Да, это могут воспринять как просто откат в вот какой-то зоне поддержки, но чтобы заходить в лонг здесь, то нужно чуть как будто ниже опуститься. Поэтому, мне кажется, тут будут сейчас открывать шортовые позиции. Так, если мы вот здесь немножко постоим, то я открою позицию в лонг, так как, ну, в принципе, да, дают возможность зайти в шорт. И примерно вот-вот-вот. Откроет меня, все, открыл. Зашел я здесь в позицию в лонг. Я же говорю, попытаемся взять сделку на том, что картина довольно страшная и может продолжиться движение вниз. Также, по-любому, все это время наблюдают какие-то шортисты и пытаются брать шортовые движения, то для них эта ситуация была довольно-таки привлекательной. 1% движения, кстати, вот за 200 нет. Блин, возможно, здесь нужно сейчас снова закрыться по безубытку. Потому что я не успел закрыться на вот этом импульсе. Ну, хотя круглое число, скорее всего, мы его пробьем. И так как за круглыми числами часто ставят стоп-лоссы, могут заходить на, скажем так, вот здесь еще на продолжение движения вниз и поставить свой стоп-лосс за круглое число, за 12. Поэтому просто сидим здесь и ждем. Сделка правильная и верная по стратегии. Просто наблюдаем. Всегда есть риск, конечно, что движение против нас пойдет. Но я рассматриваю, если дальнейшее движение будет реально вниз, то это только импульсными движениями. Плавный подход, плавное движение вниз здесь наберет большое количество шортистов. А если движение вниз будет, то лишний груз не нужен. Ну, почему? Почему она меня не забрала? Ладно, закройся по рынку, уже видели. Это вторая ситуация на вот этой монете. Она очень как-то круглые числа и максимумы пробивает не импульсно. Это довольно-таки нетипично для волатильных монет. Обычно, обычно пробивается довольно-таки быстрыми движениями. Но эта монетка чуть по-другому двигается. Возможно, даже здесь, давайте я немножечко добавлюсь, но при этом риски не буду увеличивать, немножко подвину свой стоп-лосс. Фактически мой стоп-лосс стал ближе, но заложенный риск $1.20 я не увеличил.
Не, ну вот эти все импульсы, что оно все выкупается, это все играет нам на руку. Есть просто небольшой, скажем так, шанс того, что просто будет какой-то прострел, тень наверх, и потом уже дальнейшее движение вниз. Но будем надеяться, такое не случится. Всё. Тут у нас, в принципе, все хорошо. Стоит, позиция открыта в правильную сторону, как я считаю. Нужно только подождать результата. Опа. Кстати, закрылась, вы видели только что в профит, но почему-то у меня здесь на несколько центиков я поставил объем на чуть-чуть больше позицию закрытия, и меня, получается, даже немножко развернуло. Но, в принципе, сделка закрылась в профит, как я и планировал. Так что отличная, верная сделка. Так, на этом я буду заканчивать данную торговую сессию. За эту торговую сессию я начал со скольки там, я уже забыл, 130, 148, либо же 147. Получилось пройти рубеж в $150. Это, кстати, если я его сохраню до конца сегодняшнего дня, то завтра перехожу на новые риски, как я говорил. Но сегодня только, вот вы видите, 11 часов утра, поэтому я еще точно буду торговать. И да, всегда есть шанс, что закроется день ниже 150, поэтому я могу остаться на данных рисках. Но останавливаться я точно не буду. Нужно продолжать торговать, так как даже не знаю почему, даже не знаю, как сказать. А, Так что, ну, у меня такой расчет, что я не должен останавливаться на определенных суммах, потому что это будет как бы для меня означать, что я пугаюсь, либо у меня там есть небольшой страх торговать выше определенных сумм, как страх их потерять. И чтобы противостоять данному страху, либо какому-то некомфортному чувству, я продолжаю торговлю, продолжаю, стараюсь полностью без эмоций, все на спокойном, торговать. Если день закрывается в плюс, то все отлично, перехожу на новые риски. Если же закроется ниже 150, то просто поторгую еще определенное время, пока не смогу закрепиться выше данного значения. Так что все. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.